Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Я очень люблю шоколадные торты, и сегодня я хочу предложить вам приготовить еще один шоколадный тортик. Торт называется «Шоколадная монетка». Состоит торт из двух мягких мелкопористых бисквитно-шоколадных коржей, которые покрыты шоколадной помадкой. Между собой бисквиты соединены кремом пломбир. Готовится торт достаточно просто и получается очень вкусным. Давайте приготовим. Сначала испечем бисквит. В сотейник кладем 40 грамм сливочного масла и добавляем 80 грамм, это 8 столовых ложек молока. Нагреем молоко и масло на плите, чтобы масло растопилось. Немного позже мы молоко с маслом закипятим. Сейчас я покажу, как в рецепте я меряю ложки. Набираю, горку стряхиваю. 120 грамм это 6 столовых ложек пшеничной муки, всыпаем 40 грамм это 4 столовые ложки какао, 8 грамм это 1,5 чайной ложки разрыхлителя для теста. Перемешиваем. Так как тесто готовится быстро, сейчас уже можно включить духовку нагреваться до 170-180 градусов и сразу подготовить форму для выпечки. В чашу вобьем 4 яйца. Добавляем 160 грамм, это 8 столовых ложек сахара, 15 грамм, это 3 чайные ложки ванильного сахара и 1/4 чайную ложку соли. Начинаем взбивать на маленьких оборотах миксера, пока сахар полностью не растворится. На это может потребоваться 3-4 минуты. Когда сахар растворился, постепенно увеличиваем обороты миксера до максимума и на максимальной скорости взбиваем яйца примерно 5-7 минут, смотря насколько мощный у вас миксер. Яичная масса должна стать светлой, при взбивании на поверхности виден след от миксера и увеличится в объеме в 2,5-3 раза. Далее, просеивая, добавляем половину подготовленной сухой смеси из муки, какао и разрыхлителя для теста. Аккуратно перемешиваем венчиком круговыми движениями. Когда первую часть сухой смеси ввели, добавляем оставшуюся часть и также аккуратно круговыми движениями перемешиваем. Сейчас можно поставить сотейник на маленький огонь, чтобы молоко закипало. Сухую смесь ввели, соберем тесто по краю. Добавляем в тесто в 2 этапа кипящее молоко. Аккуратно лопаткой перемешиваем круговыми движениями снизу вверх. У меня разъемная форма, я дно и бока формы закрыла бумагой для выпечки. При желании бока формы можно ничем не закрывать. Тонкой струйкой медленно выливаем тесто в форму. Деревянной шпажкой от центра к краю спиралью аккуратно перемешиваем тесто, чтобы выпустить большие пузыри воздуха. Теперь поднимаем форму примерно на 10 см вверх и роняем на стол. Аккуратно прокручиваем форму, так повторяем 4-5 раз. Тем самым выгоняем маленькие пузырьки воздуха. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 170-180 градусов духовку на 40-45 минут. Первые 25-30 минут не открывайте дверцу духовки, чтобы бисквит не осел. У меня в форме 21 см бисквит выпекался 45 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки и от размера формы, в которой вы будете выпекать. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой, прокалываем, если она сухая, значит бисквит готов. Когда бисквит готов, выключаем духовку, приоткрываем дверцу и даем бисквиту постоять в духовке еще 10 минут. Далее вынимаем бисквит из духовки и даем ему остыть в форме примерно 15 минут. Затем освобождаем от формы и даем ему полностью остыть на решетке. Если вы не будете торт готовить сразу, то полностью остывший бисквит заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник. Пока бисквит выпекается, можно приготовить крем. Я этот торт буду прославить кремом пломбир, приготовленным на молоке и сливочном масле. В кастрюле смешиваем 1 яйцо, 90 грамм это 4,5 столовые ложки сахара, 35 грамм это 2 столовые ложки с небольшой горкой кукурузного крахмала и 300 грамм молока. Перемешиваем до однородного состояния и ставим вариться на средний огонь. Варим, постоянно помешивая до закипания массы. Когда масса закипит на маленьком огне, постоянно перемешивая, увариваем массу примерно 1 минуту и снимаем с огня. Далее заварную основу надо полностью остудить.
120 грамм мягкого сливочного масла и 10 грамм, это 2 чайные ложки ванильного сахара, надо взбить. Взбитое сливочное масло должно стать светлым и воздушным. Постепенно по 1-2 столовые ложки вводим заварную основу в масло и взбиваем. Подробно, как приготовить данный крем, я показывала в предыдущем видео. Можно на него перейти и посмотреть. Ссылку на данный рецепт я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Если интересно, пожалуйста, переходите, смотрите. Крем получается очень нежным, воздушным, по вкусу напоминает подтаявшее мороженое пломбир. Убираем крем в холодильник и приготовим шоколадную помадку. 100 грамм это 5 столовых ложек сахара, высыпаем 30 грамм, это 3 столовые ложки какао. Перемешиваем до однородного состояния. В сотейник выливаем 60 грамм, это 6 столовых ложек молока. Высыпаем смесь из сахара и какао, перемешиваем до однородного состояния. Ставим вариться на плиту на средний огонь. Постоянно помешивая, варим на среднем огне, пока сахар полностью не растворится. Если варить на большом огне, масса быстро закипит и сахар не успеет раствориться. Доводим до кипения и на маленьком огне увариваем массу примерно 1 минуту. Снимаем с огня и в горячую массу добавляем 50 грамм сливочного масла. Перемешиваем до однородного состояния. Шоколадная помадка готова, остужаем ее до комнатной температуры. Если это надо сделать быстро, то ставим сотейник в чашу с холодной водой и перемешивая остужаем. Остывший бисквит разрезаем пополам, прорезаем ножом контур по краю. Я разрезаю бисквит нитью. В прорезь вставляю нить и разрезаю нитью бисквит. Выпекая бисквит таким способом, он получается ровным, практически без шапки, мягким, мелкопористым и очень вкусным. Бок торта я ничем покрывать не буду. Для того, чтобы он был идеально ровным, я оба коржа обрезаю по краю. Обрезки у бисквита вкусные, их можно просто съесть или измельчить на кусочки и, взяв немного помадки и крема, сделать себе десерт в бокале. Остывшую помадку перекладываем в пищевой пакет и делаем небольшой срез с уголка. Покрываем помадкой оба коржа и оставляем часть помадки на покрытие верхнего коржа еще сверху. Данный торт я не пропитывала, но торт без пропитки это на любителя, кто как любит. Когда я готовлю его для себя, я всегда его пропитываю. Мне больше нравится торт с пропитанными коржами. Даем помадке немного подсохнуть и покрываем нижний корж кремом. Выкладываем весь приготовленный крем. Накрываем вторым коржом помадкой вниз. Выравниваем крем, если это необходимо, и покрываем верхний корж оставшейся помадкой. Если вы будете коржи пропитывать, то сначала пропитываем нижний корж, покрываем его помадкой, кремом, накрываем вторым коржом, пропитываем второй корж и покрываем его помадкой сверху. Мне больше всего нравится пропитывать данный торт сладким сиропом с добавлением в него 1 столовой ложки коньяка. Также очень вкусно пропитывать коржи подтаявшим мороженым пломбир или сливками, добавив в них 1 чайную ложку ванильного сахара. Разные варианты пропиток я напишу в описании под видео. Торт готов, дайте ему настояться в холодильнике пару часов и можно подавать к столу. Если он постоит в холодильнике ночь, он будет еще вкуснее. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.